Привет, друзья! Вы на канале Смотри Рецепты. Готовим сегодня борщ или просто, если хотите, суп со свеклой по самому обычному рецепту. На 3 литра бульона мы возьмем 350 грамм говядины, 350 грамм капусты, 300 грамм свеклы, 150 грамм репчатого лука, 150 грамм моркови, 4-5 зубчиков чеснока, а также 450 грамм картофеля. Моем мясо, режем его крупными кусками, опускаем в воду и варим до готовности около 2 часов. Далее занимаемся овощами. Разогреваем и смазываем сковороду, чистим лук и морковь. Лук репчатый нарезаем мелко и поджариваем минуты 3. Далее к нему добавляем нашинкованную на терке морковь. Все тщательно перемешиваем и пассируем 7-10 минут. При варке бульона, как всегда, не забываем снимать с него пену. После чего из бульона можно взять несколько столовых ложек бульона с образовавшимся в нем жиром и использовать его для тушения наших овощей. Итак, с момента, как мы начали жарить лук и морковь, 10 минут прошли, и мы добавляем нашинкованную на терке свеклу. Также добавляем чуть меньше столовой ложки сахара и неполную столовую ложку 3% уксуса. Все тщательно перемешиваем и оставляем тушиться под закрытой крышкой на 20 минут. Примерно в середине варки бульона не забываем его посолить. Далее нам остается мелко нашинковать белокочанную капусту и нарезать картофель. Для супов рекомендуется нарезать картофель тоже довольно мелко. Следим, чтобы овощи не перегорали, и при необходимости добавляем немного бульона. Теперь настало время добавить нашинкованную капусту, что мы и делаем. Далее все тщательно перемешиваем и оставляем тушиться на среднем огне под закрытой крышкой на время от 15 минут до получаса. Все зависит от капусты и той степени ее мягкости, которую мы хотим получить в итоге. Тем временем мясо сварилось и бульон готов. Мясо из бульона достаем, а бульон процеживаем. Далее бульон с мясом снова нагреваем и варим в нем картофель почти до готовности. Как только картофель почти сварится, отправляем в кастрюлю наши тушеные лук, морковь, свеклу и капусту. Также добавляем мелко порубленный чеснок и перец. Все вместе окончательно варим 10 минут, в процессе доведя до кипения. Закончив варить, даем борщу настояться в течение 15-20 минут. Подаем борщ обычно со сметаной и мелко нарубленной зеленью. Как всегда, благодарю вас за просмотр. Как всегда, жду ваши замечания и комментарии. Если было занятно, то смею робко надеяться на подписки с уведомлением и многочисленные лайки. Всем пока, всем успеха и добра!